Друзья, всем привет! На моем канале вы могли видеть очень много разных обзоров про всякие разные электронные игрушки. И сегодня я хочу вам рассказать про очень классную вещь для быта, причем вещь, которую мы подарили родителям на Новый год, и я считаю, что это очень классный подарок. А именно робот-мойщик окон Dadget модель V100. И сегодня мы его откроем, посмотрим, что это, как это работает и так далее. Ну что ж, обо всем по порядку, погнали! Итак, робот поставляется вот в такой вот здоровой картонной коробке. Он внутри, все аксессуары внутри и так далее. Что же нам говорит сама коробка? Модель W100, производитель Dadget. На коробке написано много разной информации о том, что робот самостоятельно определяет размер очищаемой поверхности, не требует дополнительного контроля, управляется с пульта. Робот снабжен двойной системой защиты от падений, страховочным тросом и так далее. И это полностью автономное устройство. Производитель у нас, конечно же, Китай. Некто Dongguang Huidi Intelligence Technology Ltd. А с обратной стороны указаны его технические характеристики. Здесь у нас написано, что это робот-мойщик окон, 10 салфеток в комплекте чистящих, такие носочки, пульт управления, шнур с адаптером питания, страховочный трос и руководство по эксплуатации. Мощность данной штуки 80 Вт, она делает как сухую, так и влажную уборку в 3 разных режимах. Внутри стоит коллекторный двигатель и максимальный размер очищаемой поверхности 4 на 4 метра. Уровень шума 72 дБ. Кстати, замерим, будет интересно. Может ездить как по стеклу, по кафелю, по керамике, по пластику и по сплошным влагостойким поверхностям. Питается все это дело от розетки. При этом внутри есть резервный аккумулятор на 14,8 вольта, от которого сам робот в процессе мойки не работает. Он обязательно должен быть включен именно в розетку. Только если у нас прерывается питание 220 вольт, аккумулятор вступает в действие и работает как резерв, чтобы робот не ушуршал, допустим, там с 8 или с 10 этажа. При этом время работы от резервного аккумулятора указано 20 минут. Присутствует звуковая индикация и светодиодная индикация. Ну что, вскрываем. Итак, что внутри? Внутри коробки нас встречает инструкция по эксплуатации, полностью на русском языке и так далее. Сам робот. Вещица, кстати, вполне увесистая, и не дай бог это кому-то перелетит с высоты на голову. Переходнички под запасные носочки. Пульт управления. Еще куча запасных носочков. Шнур питания и блок питания. При этом в комплекте еще идет такая вот штука. Наливать сюда чистящее средство и пшикать на робот. Дальше я покажу, зачем это надо. Итак, убираем все лишнее, достаем эту бандуру и начинаем к ней присматриваться. Что же это такое? Примерно где-то здесь у нас стоит мотор, работающий как насос. Снизу у нас есть такие вот отверстия, через которые будет выходить воздух непосредственно. А вот этой частью он присасывается к стеклу и дальше по нему ползет и убирает. При этом они еще будут вращаться. Здесь у нас идет светодиодная индикация. Причем здесь 3 светодиода, красный, оранжевый и синий. Еще один из них, по-моему, превращается в зеленый. Индикаций куча всяких разных видов. Все это описано в инструкции, причем там на все случаи жизни. На разного рода поломки,
на разряд аккумулятора, на проблемы какие-нибудь и так далее. То есть он все здесь показывает индикации кодами. Кнопка «Включить-выключить». И здесь у нас есть гнездо для включения нашего адаптера питания. С обратной стороны тоже есть светодиоды. И это очень круто. Когда эта штука будет ползти по окну со стороны улицы, вы же не увидите здесь, что тут моргает. А все это дублируется именно на этой панельке. И все будет показываться именно тут. Что касается страховочного троса, он сразу привязан к пылесосу просто на узелок. С обратной стороны тут карабин. То есть мы где-то, не знаю, за батарею, либо за ручку окна, двери, чего угодно привязываем страховочный трос, в дальнейшем подключаем питание, ставим на окно и погнали. Вещь получается очень классная для тех, кто боится высоты и живет очень высоко, на 8 этаже, например, как мы, и я боюсь высоты действительно. Либо для частного дома, где много окон, либо в нашем случае мы будем дарить это пожилым людям, чтобы у них всегда были в доме чистые окна, и они их сами не мыли. Робот-пылесос мы уже подарили, и мама была в восторге. А теперь вот это. Что касается адаптера питания, то он имеет здесь вот такой вот, как папа-мама. При этом есть еще и на резьбу закручивается как болтовое соединение. То есть мы вставляем все это дело сюда, перекручиваем, зажимаем. Вроде крепко хорошо закрутили, при этом оно подвижно. Когда робот будет ползать, штекер из него не выдернется. Кабель питания, кстати, здесь очень длинный, здесь около 5 метров. Точно так же очень длинный страховочный трос, тоже около 5 метров. Поэтому развернуться есть где. В крайнем случае можно всегда использовать еще и удлинитель. По поводу носочков, которые идут в комплекте, их здесь 5 пар. Как видите, одна сразу одета была на пылесосе, и еще 4 лежат в отдельном пакете. Они как из микрофибры, то есть это такие тряпочки из микрофибры с резиночкой, которые в дальнейшем надеваются вниз. И сразу забегая наперед, даже чтобы помыть хорошенечко без разводов одно окно, вам потребуется 2, а то и 3 пары таких носочков. То есть их в процессе мойки надо будет менять. Ну что, а теперь проверим эту чудо-машину в действии. Ну а теперь начнем проверку. И в первую очередь нам, конечно, потребуется маленький вредитель. Окно мы немножко погрязнили и включаем эту штуку в розетку. Как видим, как я уже говорил, кабель питания здесь длиннющий. Там, ну, действительно, метров 5, а то и больше. После того, как мы воткнули его в розетку, пылесос сразу оживает и начинает что-то нам показывать и моргать. Кстати, как выяснилось, не совсем хорошие вещи он показывал изначально. У него был полностью разряжен аккумулятор. А вот и наше зеркало. Зеркало не мыли давненько, и оно откровенно грязное. В разводах и в маленьких лапках. Как я уже сказал, у пылесоса из коробки был разряжен аккумулятор, и он не включается в таком режиме. Аккумулятор должен быть полностью заряжен, гореть зеленый светодиод, только после этого пылесос даст себя включить. Поэтому втыкаем в розетку и ждем, пока он зарядится. Аккумулятор зарядился, нажимаем на кнопочку. И вот он работает. И присасывается к зеркалу, кстати, настолько сильно, что его уже оттуда не оторвать. При этом можно легко подвигать шкаф-купе. На самом пульте есть 3 разные программы. Мы нажмем на верхнюю кнопку. Это говорит о том, что он доползет до самого верха, а потом начнет ходить влево-вправо, тем самым полностью мыть наше зеркало. Итак, прошла первая уборка, на сухую, средства не добавлял. Зеркало стало чище, но все равно видно, что грязные пятнышки и так далее, все это осталось.
поэтому добавляем средства. А средства здесь добавляют, как написано в инструкции по эксплуатации, специальным методом. Нужно поставить 6 точек вот так вот по кругу на оба колесика. После этого запустить вторую уборку. Вообще, как рассказывается в инструкции, в идеале нужно запустить уборку трижды. Первое, если очень загрязненная, на сухую убирает крупный мусор. Потом, как мы делаем сейчас, вторую влажную. И третья уборка будет убирать у него разводы. Итак, у нас идет процесс второй уборки. И, как видим, пылесос карабкается себе по стеклу и не падает. Причем страховку на свой страх и риск я даже ни к чему не цеплял. Как выяснилось, незачем. Держится эта вещь на стекле просто намертво. После того, как он заканчивает уборку, нажимаем на кнопку, он выключается и легким движением руки снимаем его со стекла. Снова проверяем наше зеркало. Оно стало чище, но остались разводы. Поэтому есть специальная операция, при которой мы запускаем третью уборку и убираем разводы. Итак, продолжаем. Для того, чтобы нам убрать разводы, надо сменить носочки. Мы снимаем это кольцо вместе с носочком и вешаем свежие, чистенькие, сухие носочки, чтобы не было разводов. При этом дальше нужно будет снова добавить средства. И как написано в инструкции по эксплуатации, средство добавляется опять же специальным методом. На один носочек мы наносим 6 точек, а на вторую только одну по центру, чтобы она фактически оставалась сухой. А теперь замеряем уровень шума. И если честно, шумит он достаточно сильно, как обычный домашний пылесос. И вот после третьей уборки мы можем видеть, что зеркало действительно очень классно помыто. На нем ни разводов, ни маленьких лапок, ни пыли, ни каках от мух, ничего не осталось. Но есть в этой бочке меда все-таки одна ложка дегтя, а это конструктивная особенность. У самого пылесоса ножки круглые, вот эти вот диски, и как видим по углам он досконально не промывает. По углам остается немного грязи. Еще один маленький нюанс. Эта штука должна работать только на поверхностях с рамами. То есть на безрамные зеркала и стекла вешать нельзя, иначе он уйдет за контуры и упадет. И опять же проведем стресс-тест. Робот работает, выдираем его из розетки, и он один раз пикнул и стоит на месте, продолжая пищать. И еще индикация какая-то там моргает, красная, по-моему. Как видим, робот продолжает работать и висит на стекле. Втыкаем его обратно в розетку, и он продолжает работу. Все в порядке, ничего не отвалилось. С 10-го этажа он не улетит. Ну вот, дорогие друзья, такая вот прикольная вещь. Как подарок, просто супер. И что-то мне подсказывает, что в дальнейшем мы купим себе точно такую же. Когда я подарил маме робот-пылесос, на следующий день мы купили себе точно такой же. Потому что эти вещи просто максимально облегчают быт. Как говорится, включил стиралку, включил посудомойку, включил робот-пылесос, все само стирает, убирает, а ты занимаешься любимыми делами. Вот как-то так, дорогие друзья. Ссылочки на эти вещи, как обычно, оставлю в описании. Кому интересно, переходите, смотрите. Ну, а кому понравилось видео или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. Всем пока!